твои дела? Туговато, мой лорд. В нашей реальности просто не существует инструментов для прорыва временной линии в направлении прошлого. Мне пришлось не просто доработать прибор, но еще и внедрить необходимые инструменты в физику нашего мира. Ты меня немножечко не понял. Меня сейчас не твои дела интересуют. Прибор рабочий? Увы. В прошлый раз был. А сейчас почему? В прошлый раз я занимался скорее физикой мира, а вот сейчас уже взялся конкретно за прибор. Он просто разобран. И что мы будем делать? Мой лорд, так у нас же был ряд тестовых запусков для проверки хотфиксов. Вы же вроде как еще не занимались отправленными наборами. Что ж, тебе очень повезло, что мне было просто некогда ими заниматься, ибо делать обзоры на столь крохотные наборы я совсем не планировал. В данном случае это будет хоть что-то. Да. Итак, возьму-ка я трофей, полученный в результате тестового запуска 775. Это Слубан, Космические войны, Артикул М38Б0793С. На коробке изображен вот такой, полагаю, достаточно округленький бронетранспортерчик и одна большая моделька, которая собирается из 4 вот таких маленьких. Ну, не конкретно из вот этих, а из других моделек данной серии. Но мы эту штуку собирать не будем. Я думаю, вам и так, и отсюда видно, что одна не очень. На виде сверху это видно еще лучше. Да и к тому же запуски, уж тем более тестовые, не имеют такой точности, чтобы прям выцепить конкретную модель. С обратной стороны коробки изображены другие модельки этой серии и чуть подробнее показано, как они объединяются в одну большую. Внутри коробки 2 пакета с деталями, инструкция и наклейки в достаточно плачевном, помятом состоянии. Что ж, приступаем к сборке. Ну вот и все, мы собрали. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что моделька выглядит очень даже неплохо. И если бы были заталены некоторые места, то вообще было бы мое почтение. А также она состоит из 2 половин, что наполовину ускорило быструю сборку. Однако, вот в этом моменте и начинается зашквар. Вы просто посмотрите, какая рытвина посередине. Да, я понимаю, что из-за такого способа сборки маленьких моделек в большую этой рытвины тут не избежать, но он мог бы подходить друг к другу гораздо плотнее, если бы не качество отливки. Вы просто посмотрите на его заднюю часть. Детали ходят ходуном.
Такое, блин, возможно, только если у них техника отверстия проходит по диагонали. Но на этом еще не все. Пластик. Мало того, что он какой-то бледноватый, так еще он скользкий. Он реально скользкий. И если некоторым деталям это не очень мешает, они в принципе хорошо держатся, то вот некоторые отламываются просто без каких-либо усилий. И еще Слубан почему-то, зачем-то сделал свои номера для техник акселей. И вместо того, чтобы начинаться с двушки, они начинаются с единички. В итоге единичка это длина 2, двоечка это длина 3, троечка длина 4, что, скажем так, доставило небольшие трудности мне, как человеку, который уже ориентируется по этим числам, а не по сравнению длины деталей с рисунком в инструкции. И еще, если вы знаете, что такое экономия деталей, то вы не знаете, что такое экономия деталей. Как я думаю, вы уже видели, да и на быстрой сборке тоже. Внутри он абсолютно полый. И если в собранном виде такая конструкция ему не очень мешает, то вот в виде большой модельки он вовсю щеголяет своими техник-отверстиями. И да, зачем в нем вообще вторым ярусом брик с техник-отверстиями, которые никак не задействованы? Почему нельзя было обычный поставить? Так что, да, экономия должна быть экономной. И если сэкономили на дизайнере, то он выдал хороший дизайн чисто из-за человеческого фактора. Но вот экономия на производственных материалах ни к чему хорошему не привела, да и привести не могла. А так, замечательная была бы моделька. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И спасибо за просмотр. Да, мой лорд, что вы хотите? Я понимаю, что ты сейчас другим делом занят. Однако, я очень не хочу повторения сегодняшней ситуации. Поэтому я задам заранее свое новое задание. И какое же, мой лорд? Неоспоримая власть над пространством и временем не является и не может являться чем-то достаточным. Я хочу, чтобы твой прибор мог копировать любой набор, что я у него попрошу. Хоть тут мне не придется перестраивать все мироздание под ваши хотелки.